Жила в нашей деревне девушка одна, неприметная. Все одна ходила, ни с кем не встречалась. Мать у нее была деспотичная, почти фанатка религиозная, никуда дочку от себя не отпускала. Одежду модную одевать не давала. Ни на танцы, ни на посиделки не пускала. Нюра не спорила с матерью, а куда там спорить, та чуть что сразу за хворостину хваталась. А если не хворостиной, то работой заваливала дочку. Работа, говорит, дурные мысли изгоняет. Поговаривали, что потому что у Нюрки мать была такая деспотичная, что сама Нюрку нагуляла. Поверила одному красавцу, а тот ее беременную бросил, вот она на всех мужиков и ополчилась. Нюрка от парней шарахалась. Одна у нее была отрада, когда Нюрке 18 исполнилось, ей разрешили работать на ферме, мужиков там не было, только доярки. Сам фермер был мужичок в возрасте, женатый, по мнению матери, и Нюрке не представлял угрозы для благочестия ее дочери. Когда Нюрка стала на работу ходить, она расцвела. Девушка она была добрая, общительная. Однако, и это стало поводом для наказания ее матери. Что-то ты уж больно счастливая с работы приходишь. Чей там не работаешь, а с парнями обнимаешься, грязная дева, овала на нее мать. Да, что вы, мама, откуда там парни то? Вы же сами видели, что там только женщины работают, оправдывалась Нюра. Да сейчас и женщины все испорченные, ты их не слушай. Они тебе и обо мне будут всякое говорить, ты уши заткни и не слушай, а сейчас иди печку пилить, строго приказала мать. Ну я устала, мама, пыталась возражать Нюра. Вот ты уже и матери перечить научилась. И что-то, что ты устала, иди пилить, пока я тебя трубу еще чистить не заставила. Орала на нее мать. Ведь только на той неделе пилили, говорила Нюра. И теперь, потому что тебе лень, печка будет грязная стоять, сказать мать. В общем, только глупый не видел, что Нюркина мать умом поехала. Мать полностью подавила ее волю и психику. Видимо, девушка боялась, что мать увидит какую-то радость у нее на лице. Это было просто верх покорности. На ферме был старый конь, он был уже больной. Ел, гулял и наслаждался жизнью. Нюра подружилась с ним. Раз уж мать не разрешала ей общаться с людьми, то против коня она же не будет. Нюра носила старому коню угощение, больше всего он любил черствый хлеб. Пока он жевал хлеб, Нюра гладила его и заплетала косички. Приходя домой, Нюра рассказывала о том, какой конь ласковый и умный. Но и тут мать не находила радости за дочь. «Ты мне еще скажи, что ты его полюбила. И почему тебя обязательно кому-нибудь тянет? Почему ты не можешь быть самодостаточной девушкой?» – ворчала мать. А потом вдруг Нюрка заболела, ей стало плохо прямо на работе. Вызвали скорую и, не приходя в сознание, ее увезли в больницу. Небось притворяется, чтобы отдохнуть в больнице, да врачам глазки строить, ворчала мать Нюрки, когда ей сказали, что дочка не придет домой, она в больнице. На следующий день мать поехала навестить дочь, ничего с собой не взяла, даже конфету. «Ну, ты чего тут удумала?» Решила, что будет тут отдыхать и врачам глазки строить. Не выйдет. «Собирайся домой», – орала мать на Нюру. «Женщина, вы тут не одна, здесь больные люди лежат», – осадили Нюркину мать другие пациенты. «У вашей дочери рак», – сказал врач на обследовании Нюркиной матери. «И что, теперь она не может ничего по дому делать?» – спросила Нюркина мать. «Женщина, у вас что, шок? Я вам говорю, у вашей дочери рак в 4-й степени. Стадия даже не операбельна, она погибнет», – сорвался на Нюркина мать доктор. «Ну тогда похороним», – поворчала старуха и пошла домой. До самой выписки мать больше не приходила Нюре. Девушке было так обидно, она даже пожить не успела. А тот короткий срок, который отвела ей судьба, и без того был испорчен ее матерью. Практически через год после выписки из больницы Нюра погибла. Многие собрались на похороны, пришли доярки с работы, пришли девчонки, которые учились с ней в школе. Многие плакали. Только мать не проронила ни слезы, она стояла как каменная. «Хватит тут уже сопли распускать. Бог дал, Бог взял», – ворчала старуха. Вдруг неожиданно раздался топот, вихрем с пылью летел старый конь, он прыгнул с разбега прямо в яму и стал топтать крышку гроба. Конь был большой, тяжелый. Никто не решался его остановить, он продолжал прыгать и разбивать доски, до тех пор, пока из могилы не послышались непонятные звуки. Услышав их, вся деревня вздрогнула.